Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером вы собрались у экранов своих гаджетов для того, чтобы встретиться с Игорем Мосейчуком, непревзойденным и таким озлобленным на происходящее и кулуарное вращение телодвижений нашей власти. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Вы, конечно, загнули, как всегда. Приветствую наших дорогих зрителей. Ну, смотрите, на этом игривость настроения заканчивается. Там мне просто навеяли вот эти все, скажем так, словесные опусы Трампа. А Хексит какой просто стендап феерический был. Всех вот этих потлатых, всех вот этих кривых, косых, горбатых, всех вот этих с лишним весов генералов, всех, все. Там, всех на выход. Ну, на самом деле ситуация достаточно плачевная, ситуация тяжелейшая. Буквально вот в эти минуты продолжаются обновляться последствия ударов по Днепру. Уже есть погибшие, 15 раненых. Есть удары по Харькову, тяжелейшие удары, тоже в районе ТЭЦ прилетело. И, понятно, утро началось с, в общем, тяжелейшей информации, которая, ну, сложно переносить такое, конечно. Семья уезжала, пряталась от обстрелов, переселилась в дом, и в этот дом прилетел дрон, и, собственно, там двое детей, мальчиков, муж, жена, еще она двойню ждала. В общем, так, на самом деле, несмотря на вот эту всю политическую мерзость, да, вот эту напускную, как мы там видим, как Трамп хочет армию свою создавать, и лодки у него крутые, жизни уходят людей, причем и гражданских, и военных, и от этого сложно. Как всегда, друзья, мы в прямом эфире, сейчас 19:11 на часах, вы можете задать вопросы Игорю Владимировичу, это в конце, у нас сессия вопросов и ответов. Если видите QR-код, который возле меня, это сервис, который позволяет это сделать и канал поддержать. Есть и другой сервис, точно так же будем задавать эти вопросы, но без всяких сервисов это можно сделать и в клубе, закрытом клубе, телеграм-канале «Клуб зрителей Шелеста», и сообщество YouTube абсолютно открыто и заблаговременно эти вопросы прозвучат. Если что-то не успеваем из сообщества YouTube, то Игорь Владимирович берет на своем канале и отвечает все равно на эти вопросы, поэтому не пропадет. И с чатом трансляции тоже общаемся. Всех призываю ставить лайк, всех призываю подписываться на Мосейчука и Шелеста, на эти подсанкционные каналы. Ну, там же суды уже пошли у Трампа, может и чего обломится простым смертным подсанкционным, как Шелест и Мосейчук. Но, тем не менее, просим поддержать лайком вот наши стримы и нашу такую медийную активность. Начнем традиционно с опроса нашего сегодняшнего эфира. Закончите предложение. Зеленский обязательно. И варианты ответов. Сядет, падет, сбежит, победит. Выбирайте, мы в конце подведем итоги. Игорь Владимирович, давайте с этого начнем. Казалось бы, такой бесхитростный вопрос, простые варианты. А как бы вы ответили? Можно свой вариант? Да, пожалуйста. Обосрется. К сожалению, потому что все его эти обгаживания, они заканчиваются прилетами, гибелью людей и так далее, и так далее. Я скажу так, на самом деле то, что мы наблюдаем от встречи с фракцией, по сегодняшний день, там, Генассамблею, все эти перевирания, как он, вы воюете, мы вас там по плечу похлопаем с Европой, вы Москву возьмете, мы тут вот. Мне нет никакого дела до Трампа. Создает он свою армию, я могу оценить потом по факту. Выгонит этих всех, ну, будем, как вы там, потлатых, толстых, сменивших пол, ну и тому подобное, улучшит эту армию. Ну, будем аплодировать тому, что Трамп сделал то, что не сделал там кто-то другой. Но это другая страна, другое измерение, другие интересы. А у нас интерес очень простой, чтобы не гибли люди, и мы не теряли территории. Мы теряем людей, мы теряем территории. Нам
вторую неделю подряд врут о Днепропетровской области. Врут. Или молчат, или врут. Или сначала молчат, потом врут, потом опять молчат. Ну, вот так. Нам врут о Купенске. Я ж, по-моему, даже и у вас в эфире, отвечая на вопрос, что с Купенском, я сказал, говорю, ну, до Генассамблеи точно нет, а потом, думаю, да. И вот такие вот ситуации, они просто выбивают, грубо говоря, из колеи нормальной. Получилось так, что я приболел был и рано лег отдыхать и проснулся среди ночи, в ночь обстрела, ну, на Киев. И, естественно, уже ж не спал, там напился чая, кофе, всего, что только можно. И наблюдал, мониторил соцсети, мониторил все. Понимаете, когда, ну, целую улицу на Борщаговке стерли, а выходит, говорят, мы там сбили чуть ли не больше, чем запустили. И вообще у нас 3 погибших. Я задаю логический вопрос. Сколько было прилетов, не надо мне называть цели, ну куда были прилеты, сколько было прилетов по военным целям, по целям, связанным с ВПК, по целям, на которые были связаны с промышленностью, ну, на которые навели. И параллельный вопрос. А дайте ответ. А сколько там было, работало людей в ночную смену? Сколько погибло людей? Сколько было там охраны, на военных, ну и так далее. Нам же на самом деле нам рассказывают. Ага, погибло в Киеве во время большого обстрела 3 человека, да? Все, о, так это ж нечего бояться. Ну, во-первых, я не уверен, что и среди гражданских не скрывают, ну, настоящую цифру. Но нам точно не говорят, сколько погибло военных и сколько погибло людей, которые работали на предприятиях, связанных с оборонкой, куда тоже летело. Они что, не люди? Их не надо считать, или они уже списаны с первого дня, когда пошли служить или пошли работать на эти предприятия? Вы почему, зеленые гниды, так относитесь к собственному народу? Ну, реально, у меня вопрос. Не надо называть, где что. Ну, по крайней мере, говорить же можно. Но они этого не делают, потому что они понимают, что люди будут понимать арифметику войны. Но тут же вылазят Берлинская, вылазят Чешусь и дают нам эту арифметику. Вы же заметили, да? И дают страшную арифметику. Если ей следовать, то получается, что 30 тысяч в месяц отлавливают на улицах людей. С 30 тысяч до фронта доходит 10. А исходя из цифр, которые озвучивают, там, это Берлинская, еще там говорящие головы Банкова, я только на них опираюсь, мы теряем в месяц 10 500. Теряем это не только убитыми, имеется в виду, а пропавшими без вести, безвозвратно ранеными, то есть люди, которые на фронт, ну, никак не вернутся. А СЗЧ это тоже потеря или нет? Коллеги. Ну, СЗЧ это потеря? СССР это тоже потеря, но мы их давайте отнесем сейчас не к этим 10. Нет, это не потеря, Игорь Владимирович. Это по статистике это числящиеся, это не потеря. Дайте В я том-то и закончу. вопрос. Вот подождите, дайте я закончу. Я только к этому, ну, пытался подойти. Я имею в виду потери для фронта, но
Люди, во-первых, пытаются спасти себя для семьи, для чего. Во-вторых, если их принудительно запхали, я же говорю, с 30 тысяч до фронта доходит 10. Это так, на секундочку. А если СЗЧ с фронта есть, и немало. Я знаю людей в СЗЧ, которые ушли в СЗЧ с той категории, которые добровольно пошли страну защищать 24 февраля 22 года. Потому что эти недоразвитые зеленые гниды с парламента, они по указанию зеленых гнид с Банковой или сами, неважно, это не имеет значения. Смысл в том, что понятия демобилизации нет. Можно демобилизоваться двумя путями. Или утилизировавшись, или если тебе оторвет руку-ногу. Ну, понятно, что почти сколько уже у нас, скоро 4 года войны, да? За это время любой человек в такой интенсивной войне сотрется. Психика, нервы, здоровье, ну все сотрется. Поэтому этим людям даже выход не показали. Они даже не записали слово демобилизация. Ну, хотя бы записали там по решению чему-то. Не, они вообще это отсутствуют. Что касается еще СЗЧ, на самом деле коррупция, я думаю, мы еще о коррупции будем сегодня много говорить. Коррупция в войсках существует не меньше, чем и в хозяйственной части, и в политике. Вы абсолютно правильно говорите. Ушли в СЗЧ два товарища, я утрирую, а на самом деле числятся. И если где-то не залетели, то рапорт, написанный на то, что они в СЗЧ, будет лежать в командира. Просто раз в неделю писарь его будет переписывать с изменением числа. Или он будет лежать без числа, ну, чтобы вписать потом при необходимости. А бабки на него часть будет получать. Что он на передовой и так далее, и так далее. Соответственно, поэтому мы имеем часто-густо целое подразделение мифические. То есть на бумаге они есть, деньги им платят, а в реальности их нету. Они в СЗЧ. Это на самом деле, вот, ну, правда этой тяжелой войны, этого всего, что происходит. Я хочу вернуться, опять же, мы с Зеленского начали, почему? Я хочу вернуться к Генассамблее. Понимаете? Вот это тут история, когда Трамп тянул с него прикол, Трамп просто его троллил, а нам это начали продавать как правду. Ну это просто европейцы, вы же видели, да, Александр, на следующий день Туск, потом это еврокомиссар по дипломатии, как его там, это самое, они все говорят, подожди, Трамп, стой, остановись. Мы поняли, ты потроллил Зеленского, но вместе с ними же нас, с ними нас, и отправил на войну. Москву брать. Тот его троллил, а этот нам, народу, продает на полном серьезе. Я не знаю, какого качества там колумбийское счастье, ну, было у человека, но он на полно серьезных щах выходит перед народом и говорит, Трамп изменился, все изменилось, вот сейчас мы дадим. Потом вылазит Сибига, там вчера, позавчера, и вообще говорит, ни в одном месте в России не будете чувствовать себя в безопасности.
Мы бьем по НПЗ, мы бьем по заводах российских и все. Абсолютно понимаю далекобойность войны. Ну, понимаю, признаю все. Но в войне нынешней, особенно на 4-м году, начинается включаться математика. А математика говорит, условно, вчера прилетела на НПЗ в России. Да, проблема. Или на завод по выпуску там запчастей к дронам, ну неважно, прилетело. А в ответ прилетело в 20 предприятий. Ну, в Украине. У меня вопрос математический. Территория России, количество предприятий, территория Украины, количество предприятий. Ну, явно ж не в нашу пользу. Но это мы считаем предприятиями. Мы не считаем самым главным – людьми. И говоря о потерях, как вы говорите, а люди, которые каждый день выезжают вот с 18 по 22, 40 тысяч, да, только через Польшу выехало. То, что мы официально знаем, что польская миграционка, да, сообщила. А сколько выехало через Румынию, через Венгрию? Это же никто через Молдавию. Это же никто не говорит. А это не потери для страны. Потери. Эти люди не вернутся. Я недавно сидел с товарищем, коллегой в ресторане, и официант парень. Парень наш с Украины. Я задаю, товарищ, вернее, задает ему вопрос. А скажи нам, пожалуйста, друже, а как ты живешь, как это все? Да нормальная девушка тут и все тут, а возвращаться? Ну, она не против и хотела бы, а я нет. И тут в ответ на это, на эти потери нам говорят, мы вам их возместим. И возмещают. Появляются первые бангладешцы, первые индусы, которых привозят на предприятия работать. Ну, вы же видите, как эту дискуссию разгоняют, мол, а что здесь плохого? Приезжают, карри кушают Я, с я, курочкой. я в поддержании, Миролюбивая религия у них. Хорошо, пускай едут. Чего? Нормально. смотри, э, ну, насчет миролюбивости религии. Мамар Каддафи сказал следующим образом. Мы завоюем Европу только не с помощью пушек, а с помощью животов наших женщин. Я скажу так. Я поддержал дискуссию. На одной из площадок дискутировал с Гаджиевым. Это глава информационного агентства «Вести Азербайджан». И он, ну, открылся человек. Вот он прямо говорит, да что, вы сомневаетесь? Не, Европа вся будет наша. И ничего страшного, вместе церквей мечети будут. И в Украине будут. А что тут, говорит? Так вообще, чтобы вы понимали, Александр, человек на полном серьезе. Я говорю, а объясните мне, пожалуйста, а з якого біса под землю, которую взяла в аренду компания Сакар в 2021 году, разминировали Чонгар? Он говорит, а у нас нехватка продуктов питания. Где? В Азербайджане у меня челюсть отпала. Как? Ну, у меня отпала челюсть. То есть компания азербайджанская взяла в аренду землю. Неважно, хватка, нехватка, меня же это, ну, мало, как и всех, ну, интересует. Потом наши зеленые гниды
подписали разрешение, им это разминировали, потом зашли россияне, а теперь на полном серьезе представитель информагентства говорит, так а что вы переживаете? Ну, это вот... Потом сидит и говорит, а вы продадите 50 гектаров земли мне? Говорю, я нет. И говорю, многие нет. Говорит, ну а нам земля надо. Мало кто понимает. Вообще, можете, кто хочет загуглить, Мосичук Гаджиев и посмотреть этот феноменальный спор почти 2,5 часа там и с историческими эпосами, и с тем, что не было геноцида армян. Это так, случайно произошло все. Вот там вот. Никого османы не вырезали, не заставляли, не угоняли. И вообще Софию Константинопольскую купили. Понимаете? Ну, то есть это другая реальность. А нас в эту реальность господа глобалисты впихивают. Просто впихивают. И мы у них как впереди планеты всей. Да и другие европейцы не совсем против. У глобалистов своя история. Они выступают за что? Мы весь там мир разрушим до основания. Ну, а затем, ну, песня же известна. Они у Троцкого все учились, поэтому ничего нового. А другие сидят и думают, ну ладно, они пытаются, мы их потом проводим, глобалистов, но не будет там в Украине, будет пустая земля, так мы этих с Европы, всех, кто понаехал, ну, отправим туда, грубо говоря. А где наш интерес? Ну, где украинский Как интерес? где? Быть в Европе, Игорь Владимирович. Ну, вы же были в том созыве, который это вносил в Конституцию, в Ну, парламенте. мы с вами об этом Ну, говорили. были же вы там, в Вы опять Европе. меня по пальцам бьете. Александр, я был и в созыве, и даже голосовал, и считаю мое голосование по НАТО самой большой политической ошибкой за работу в парламенте. Что касается того попыток сейчас, на данный момент, Зеленского рассказать о Евросоюзе, ну, про НАТО он уже молчит, то мы можем стремиться в любой торгово-экономический межгосударственный союз, неважно, в любой. Но должно быть два условия, как по мне. Номер один условие, нас там должны как-то принимать, а в Евросоюзе нас не видит не два государства, как нам рассказывают, а 22. Вот. А второе, нам экономически это должно быть выгодно. По состоянию на сегодня, в том состоянии страны, в котором мы пребываем, ну, это все равно, что зайти, сказать, имейте нас как хотите. Так они и так и делают, собственно. Это раз. Это А важно. если зайдем, то это уже узаконено будет. Меня интересует в этой связи другой очень щекотливый момент. Это розовый фламиндич. Значит, как бы уже реагирует... Вообще, конечно, Москва реагирует очень сдержанно. Ну, очень. Мы посмотрим, что будет после этого выхода Трампа в люди. Где он там Медведева назвал тупым человеком. Ну, написывал ситуацию, когда, мол, Медведев написал чего-то про ядерные вещи, и он отправил одну или две, ну, он не знает, он Трамп, он откуда он... У него же такие крутые подводные лодки, что он к берегам России отправил там одну или две лодку, сразу, так сказать, потому что Медведев тупой. Он опять повторил, что на Аляске, мол, сидим мы такие с Трампом. И я говорю, плохо выглядишь, Путин, плохо выглядишь. Бумажный тигр ты, что ли? За неделю должен был справиться с этой войной. То есть, опять-таки, мы видим целый букет, да, подначиваний, каких-то подзуживаний. Мы видим троллинга, игры.
Понимаете? Причем у нас же как? У нас же выхватывают эти фразы и давай их обсуждать. А там вообще все мероприятие было построено на троллинге. А, Это, во-первых, все мероприятие чистый троллинг, а во-вторых, надо меньше слушать Трампа, а следить за его действиями. Он классический троллинг задействует, когда прикрывает какие-то действия. Вот я пока не могу сказать, что это с этим мероприятием. Мы должны день-два, ну, понаблюдать, да? Но, допустим, перед Генассамблеей и выступлением Трампа, и выступление Трампа с трибуны Генассамблеи, это такая тонкая распасовка между Путиным и Трампом по поводу договоров о нераспространении ядерного оружия, там, бактериологического и химического, вы заметили? Сразу Путин на Радбезе ООН, а на второй день уже с трибуны ему назад пас отдается. Я уверен, что готовится еще одна встреча между там, бумажным или как тигром и этим самым, и специалистом по троллингу. Она будет прикрыта ядерными вопросами, необходимостью их разрешения. Я уверен, что на Аляске было достигнуто по Украине понятийное соглашение, поэтому Трамп и отвалил фактически, умыл руки. Что касается розовых этих фламиндичей, ну, знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно. Я сегодня прочитал, есть такой Владимир Бондаренко, кто-то пишет, что это Станислав Речинский. Я не знаю, кто это. Ну, Речинского я знаю, я не знаю, он ли, ну, Владимир Бондаренко. Я прочитал версию, что, оказывается, пленки Миндича, возможно, писали с номера Андрея Порубия. мгм. Ну, Это я сначала... поэтому, это поэтому все сегодня сообщили, что засекретили по делу убийства Порубия. Ну, смотрите, я же это самое, я ж думаю, ну, какая-то вообще конспирология, да? Потом это самое, потом говорю, подожди, Игорь Владимирович, я как раз перед эфирами видео записал. А давай изначально, ну, пройдемся по теме. Значит, как вы помните, мене ж ніхто, я думаю, из наших зрителей не заподозрит в любви, поддержке там Шабунина, ну и тому подобное. Значит, это самое. Но это произошло убийство сразу после того, что происходило в парламенте с НАБУ, обвинений в сторону Шабунина, картонного этого митинга, ареста набушников. Сразу после этого убили Порубия. Помним, да? Это было в последовательности. Порубий не поддерживал переподчинение НАБУ, поддержал Шабунина, за что в нього были даже траблы в середине партии, ну и фракций. Как-то это самое. Потом я вспоминаю, что, ну, вообще совершенно идиотские объяснения этого якобы убийцы о том, что там был бы Петя, а там оказался вот Андрей, поэтому Андрей, а вообще он представитель власти, а мой сын пропал под Бахмутом, а поменяйте меня завтра. Ну, вы помните, да, этот набор этих всех вещей. Странный, кстати, очень. Потом хоп, на следующий день дело передают в СБУ. Меня переквалифицируют, передают в СБУ.
то СБУ, которое гоняется за НАБУ. Потом проходит сообщение, что во время обыска на квартире, вернее, в номере в гостиничном, многие сейчас удивятся, но Порубин, наверное, единственный глава Верховного Совета, который не заимел квартиру в Киеве. И жил в номере, в отельном номере, как раз действительно, ну, напротив этого самого, ну, дома, где квартира Миндича. Там во время обыска нашли целый арсенал оружия. Удивительная история. Порубий по Львову ушел без оружия, да, ну, когда его убили. А в номере у него целый арсенал был. Он что там, восстание готовил? Или там были другие, ну, кроме него люди. И это было, ну, их оружие. Мы ж не знаем. И тут сегодня, как вишенька на торт, засекретили. У меня вопрос дикий к генеральному прокурору и главе СБУ. Объясните, пожалуйста, почему украинский народ, не друзья и близкие в том числе, и не близкие, и не друзья, почему украинский народ не может знать детали расследования убийства известного человека, главы Верховного Совета, ну и тому подобное. Что происходит? Ну, почему секретность, откуда, ну, нарисовалась? Что такое? У меня вопрос параллельный к директору НАБУ. Может, хватит уже это самое, ну, это фламиндичать там или еще. Может, пора пойти в суд, легализовать пленки и в конце концов ответьте, откуда записывали их. Ну, что происходит вообще? В ответ пока тишина, но я думаю, что кто-то да заговорит. Хотя, опять же, это история из раздела «Здрасте» вот, и так далее. Новость живет один день, поэтому поговорят, забудут и так далее. Ну, дал показания Александр Дубинский. По факту показаний уже надо допрашивать Зеленского, Ермака. Он прямо сказал, меня вызвали, со мной встретились, мне сказали, иди с Деркачем, вот у него пленки, это самое, иди с Деркачем, пленок на этой пресс-конференции не будет, ты поработай по Звачевскому и все. Я дико извиняюсь. А откуда вообще у Деркача пленки взялись? Никто не хочет объяснить. Разговоры главы государства с тогда еще вице-президентом, впоследствии президентом США, оказывается в человека, который на сегодня является сенатором Российской Федерации. Да у нас за высказывание против войны в тюрьму закрывают. Я ж не ошибаюсь, Александр? Ну, смотрите, тут же такой... А тут целые пленки каким-то боком оказались и никого не допрашивают, ничего не говорят. Нет, смотрите, тут же важен, ну, чтобы все просто понимали, да, вы как бы человек погруженный в это дело. Речь идет о конкретном процессе, который вы описали выше. Значит, они нашли новую схему, они нашли абсолютно интересную историю для себя. Миндич, у него завод в Дании, они там в Британии размещают производство, еще на территории Европы где-нибудь, снимают какой-нибудь там ангар, берут деньги в Европе, прокручивают, выставляют, и типа это украинские дроны. И на этом научились зарабатывать в Европе, понимаете? Но до этого, и продолжают это делать и сейчас, нечто подобное проворачивалось в Украине. То есть конкретно снимается ангар, там типа завод, туда приехал какой-нибудь президент с гостем, на следующий день завода нет, потому что прилетели туда ракеты, ой, все, беда, но деньги уже по карманам. То есть оно даже ничего не выпускать не успело по-нормальному, понимаете? И это накопило такой капитал, что можно красиво пойти
и в Европе примерно, собственно, там, замутить такую же историю. И это делалось в том числе через структуры Миндича, что там было, Fairpoint, да, как там называется, и там другие организации. Интересует многих людей, так а сколько прилипло? Вот по вашим оценкам, сколько прилипло к карману Банковой? Смотрите, давайте так. Банкова работала на коррупционных схемах до войны, работает во время войны и останавливаться не собирается, потому что война приумножила их состояние в миллиард. Вот я сейчас изучаю дело преступной группы Андрея Гмырина. Это дело фонда госимущества, это, которые сейчас имеют влияние, имеют отношение к продаже, подготовке к продаже Одесского припортового сейчас. До этого продали объединенную горно-химическую компанию, ну, по той же схеме, все. Так вот, эта группировка Гмырина Синиченко вывезли со страны по самым меньшим расчетам, вывезли наличкой, Александр, наличкой $500 миллиарда. Это то, что я вижу по документам. Это не догадки, не математические расчеты. Это только то, что я вижу по документам. Сколько было, кроме документально подтвержденных, ну, украденных денег, я сказать не могу. Но вот по документам группа Гмырина украла $500 миллиарда. Теперь он сидит в Дубаях, теперь там 54 объекта недвижимости, плюс там есть Ну, как у недвижимость. людей. Да, есть недвижимость в других странах, часть, правда, в Европе конфисковали, но вот так вот это одна только группа. Кроме этой группы существует группа Арахамии Гетманцева, которые, я думаю, заработали не меньше, а может и больше, которые работали отдельно с монокийцами по теме налоговой, по теме акциза и контрафакта, завалили всю. Вот вам, если не тяжело, у вас есть открытый компьютер? Ну, на вас смотрю, как на живого, именно по нем, да. Не-не, отдельно открытый компьютер есть, Вы чтобы набрать хотите, в поиске. вы хотите пробить меня по IP? Не, я хочу, чтобы вы зашли на OLX и посмотрели купить Хеннесси в паках. А, я понял, это такая история, да. Это вы рассказывали на каком-то из эфиров. Да, 5-литровые, 10-литровые паки, понимаете, коньяк Хеннесси. Европейцы просто, ну, взрыв мозга, понимаете? То есть они первые открыли в Словакии завод по дронам. Это группировка. То есть они первые начали выходить на европейский рынок. Не Миндич, а они. Это группа Арахамии Гетманцева. Группа Миндича самая крутая. Почему? Потому что с группой Миндича надо было договариваться всем. Тот же Гмырин, у меня есть телефонный разговор Гмырина, записанный с людьми, где он говорит, я там через Миндича на банку это, через Шефира вот это. Это два таких направления было. Плюс до того Миндич имеет прямое отношение еще к двум товарищам. Гороховский Монобанк и Тегибко Универсалбанк, что по факту есть единым, но использование компании, на которую зарегистрирован Монобанк, дает Универсалбанку возможность,
ну, по-моему, на 50-60% уклоняться от уплаты налогов. Так, на секундочку. Это протигибка, Forbes, ну и все остальное. Значит, имеется вот такая вот история. Кроме этого, имеется история входа Миндича в Одесский припортовый, в ОГХК, в оборонпром и так далее, и так далее, и так далее. Вершиной стала Фламинго. Ракета, которая есть, но ее нету. Ну, то есть ее никто не видел. Ладно, не видел там Шелест, Масейчук, я понимаю, мы там подсанкционные враги, там зеленых и так далее, и так далее. А так ее вообще никто не видел. Они только говорят. Фантом. Ракета Фантом. У меня вопрос. А зачем просить у Трампа томагавки, если есть фламиндичи? Ну, бейте фламиндича. Не бьют. Но группировка Миндича и все, что связано с ними, кстати, очень и очень и очень связано с русскими. Ну, то есть с Москвой, с бизнесом российским. Не с Кремлем имеется в виду, Кремлем, а с бизнесом. То есть кому-то война, кто-то там в окопе под Покровском, а фламиндичи бабки делают. То на Эльбените, который в титан, ну, превращается, потом летит в Украину, то на Одесском припортовом, где тоже глава, вдумайтесь, глава Напсовета нынешний Одесского припортового завода до 23 года возглавлял российскую компанию. Ну, тут людей за то, что за мир в тюрьму, я повторюсь, сажают. А тут чувак, один военный год возглавлял российскую компанию, его главой наглядовой рады Одесского припортового стратегического предприятия, через яку в том числе сейчас перевалка зерна идет. Это ж, ну, ни для кого, ну, не так. Причем, смотрите, ведь этот же шлейф о том, что Зеленский и его тени, ну, имеется в виду люди, которые стоят за ним или рядом с ним, или выглядывают из-за него, подставные партнеры, там по-разному можно называть, они давно уже, и Ермак сам тоже, все очень связаны с Российской Федерацией. То есть мы на камеру, вот сейчас вот это все там, вот там Лукашенко, два деда с Путиным сели поговорили. Да. То есть вот это все хамство, вот это все вот это неприкрытое, вот эта позиция, вот это русские, вот это такие-сякие. Но на самом-то деле дела делались, и там бабки И крутятся, делаются по и делаются сегодняшней... сейчас. Возникает вопрос, так когда Трамп говорит, идите на Москву, ну, условно, то есть, говорит, давайте, побеждайте. Я вот хоть кол на голове тиши, я не верю, что Трамп не знает о ситуации на фронте, и ему можно впарить вот эти там 200 или там 300 этих квадратных километров, которые впаривают сейчас людям по брендам «Добропольское контрнаступление». Я не верю, что Трамп не в курсе, если Мосейчук условно в курсе, да, что Трамп не в курсе объемов, Чехию Ильменит продают в Россию. объемов денег просто сумасшедших, да, разворованных на этой войне В под том числе и разными... американских. И американских, действительно. Тут, понимаете, тут, когда Трамп... Там же опять-таки... Нам А вы опять... думаете, Трамп не в курсе, я в курсе, имею копию паспорта, а в Трампа нету копии российского паспорта первого помощника Зеленского Шефира? Есть. Я вам больше скажу, я ж его оттуда и получил, я ж не с Москвы его получил. Я с Штатов получил эту копию. А Понимаете? почему тогда вот А это я вот не все могу, происходит? смотрите, я думаю, что понятийные договоренности на Аляске предусматривают обращение к Вове. Вова делает отказ и отход Трампа. Другого объяснения у меня нету.
Поэтому мы до сих пор не слышим пленок Миндича. Ну, мы их не слышим, потому что команды ж нету с обкома Вашингтонского. Чье НАБУ? Вашингтонского обкома. Команды нету? Нету. Вы помните, мы проведем аудит. Мы выявим все, что при Байдене украли эти демократы с украинскими зелеными мародерами. Помните, да, эти заявления? Ну, уже больше года, скоро 2. Так, а сейчас, подождите, сейчас заявление. Вот опять нам же бросают кость. Там тупой Медведев, Путин плохо выглядит, бумажный тигр, хотя обещал не повторять это выражение. Ну, ничего не делает. Но там же вшиты очень интересные вещи. То есть, говорит, Байден отдал оружие, что теперь США не хватает оружия. Это слова того же человека, точно того же, который там про бумажного тигра говорит. Смотрите, по оружию американскому 2 факта. Мне точно известно, и об этом даже Кэш-Паттей иносказательно высказывался, о том, что они зафиксировали факт. Когда со Штатов выходило судно, на каком-то острове уже прилетел украинский чиновник, к нему подъезжали, он расписывался, что типа забрала Украина, на самом деле перегружали, и оружие шло в Мексику, Колумбию, ну и так далее. Тем же наркокартелям, о которых сегодня Трамп говорит, что он с ними вот воевать будет. У меня дикий вопрос, а подозрения где? Молчок. Вы помните, я у вас в эфире озвучивал документы, которые потом стали через пару недель, даже больше, стали предметом публикации в Financial Times по поводу закупок вооружений, когда завышались в 2-3 раза на снаряды, мы фирмы я называл и так далее. Я передавал их не в Financial Times, я их передавал госорганам Соединенных Штатов Америки. Где результат? Хорошо не передали, в Financial Times их опубликовали. Результаты где? Так а в чем смысл сговора тогда? Подождите. Ну, В чем выгода? Нет, стойте. Вот давайте кого? так. Ну, смотрите, в чем выгода, если Трамп в курсе всего вот этого поведения, которое мы демонстрируем? Потому что он договорился с Путиным. Так, а зачем он повторяет как мантру, вот сегодня опять надо, вот мы такие сильные, они бы с нами вообще не разговаривали, но мы должны... это пыль. Но мы должны посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Правильно, это пыль. Это пыль, которая бросается в глаза нашему, американскому обществу, европейскому, глобалистам. Глобалисты это же уже поняли. Ну, мы же говорили, что сказал Туск, что это сказал еврокомиссар по международным отношениям. Они говорят, подожди, Дональд, ты о чем? Мы не воюем с Украиной против России. Так же, да, прозвучали эти слова? И вообще без твоей помощи нам будет, плохо. Ну, Туск заявил, что мы не дадим, собственно, захватить Украину. Ну, как бы... Да, но он обратился, что же, говорит, вы посмотрите, что говорит Трамп. А Трамп говорит, идите вместе с европейцами на Москву, там посмотрим, все. Во-первых, с этими европейцами можна тільки до вітру сходити, як у нас кажуть, і то потом штани стирать придется. Во-вторых, 4-й год войны. Наша страна
каждый месяц становится слабее, слабее, слабее. А тут выходит Дональд, ну это ну такой троллинг, просто грубый уже даже, не это самое. Я говорю, это бумажный тигр, вы идите вперед. Этот бумажный тигр откусил 20% территории, зашел в Днепропетровскую область, фактически через дроны оптоволоконные контролирует Купянск, нам рассказывают анекдоты, рассказывают о Доброполье, хотя сами военные говорят, что от Купянска до Покровска котел на котле котлом погоняет тактически. Вот. А нам продают совсем другую историю. Я убежден, я думаю, я фактически уверен, что если нету договоренности прямой, то есть договоренность такая иносказательная, они понимают друг друга. Путин выигрывает, захватывая территории. Зеленский выигрывает, оставаясь при власти. А Трамп умыл руки, за этим наблюдает и сейчас будет выстраивать бизнес-отношения с Россией на глазах во всем мире, прикрывшись интересами недопущения ядерной войны. Ну, то, что мы услышали в этой распасовке. А где мы, украинцы? А нигде. Нас просто уже не считают. То, что вчера сказал Орбан, это четко показали, что с нами не считается никто. Более того, внесение закона о бандеровской идеологии в парламент Навроцким, президентом Польши. Это тот, который не хочет отказываться от снюса и разговаривает по спиритическим сеансам с Пилсудским. Пилсудским, да. Который, кстати, история, сейчас, одну секунду, давайте так. Давайте сейчас мы по Соседям, да. по этому закону по Орбану, а потом к Пилсудскому и спиритическим сеансам. Ну, вернемся. Я, во-первых, Орбан вытер ноги. Он сказал очевидные вещи, которые украинцы боятся произнести вслух. Я утверждал и утверждаю, суверенитет продавали до зеленых, а они уже продали его в турборежиме. Суверенитет продавался все время. Где-то в Москву, где-то в Вашингтон, где-то в Брюссель, где-то в Стамбул, где-то в Пекин продавался. Все власти Украины продавали суверенитет. А тут пришли парни, они же там пообещали турборежим. Вот они его и включили. Ну, по поводу выигрыша, проигрыша в войне, я не вижу пока тотального проигрыша, хотя мы к нему двигаемся так уверенно. Но 20% потерянных территорий, когда заявляют о том, что Украина уже победила в войне, то мне хочется этим людям смачно плюнуть в лицо. Потому что они считают, что наш народ дебилы, наш народ недоразвитый и так далее, и так далее. Ну, так... Навроцкий с этим законом. Знаете, у нас многие радуются. Ну, наконец-то взялись за этих бандеровцев. А вопрос же не в бандеровцах абсолютно. Вопрос в другом. Вопрос не в идеологии и даже не в воинских событиях. Вопрос в том, что Навроцкий демонстрирует, что Украина насколько зависима от нас, от Польши, то есть, что они сделают что угодно. Скажем Бандеровска, потом скажут еще что-то. Это ж, начало. Это второй момент. И
Третий момент – его спиритические сеансы с Пилсудским. Он же не зря об этом начал рассказывать. Дело в том, что именно Пилсудский после того, как украинцы в том числе помогли остановить наступление большевиков на Варшаву, он спокойно с ними сел, договорился в Риге, заключил Рижский договор в отношении раздела Украины и разделил Украину по сбручу. Это исторический факт. Поэтому Навровский, который говорит, я с ним общаюсь, в том числе по Украине, прямо отсылает нас туда, ну, в историческое прошлое, к Рижскому договору и разделу Украины. И когда раньше вопрос об этом на повестке дня даже намеками и подскоками не стоял, пока Зеленский там не киданул ПИС, не дал добро на зерновую историю, ну и так далее, которая поссорила нас, не подружился с немцами. Ну, поляки ж помнят, что именно немцы потом договорились с Советским Союзом о ихнем, ну, разделе. Поэтому это самое, поэтому сейчас мы находимся на грани. Во-первых, Владимир Александрович Зеленский, тот, который главная зеленая гнида у нас в стране, он просто провоцирует Венгрию. Зачем? Я думаю, что ему интересно, чтобы Венгрия что-то сделала реально. Потом вы смотрите, что сообщают россияне. Ну, мне сказать, что верить россиянам нельзя, они с нами воюют. Я скажу, окей, да, нельзя, но когда пошли такие разговоры, то под это россияне, марсияне, американцы, британцы, так кто угодно могут сделать и исполнить эту историю. Я имею в виду ОДРГ, которая якобы с русского легиона и полка Калиновского сформированы, которые должны в Польше что-то где-то захватить. Поэтому может сделать кто угодно, но отмыться потом, ну, будет же, ну, нереально тяжело. И это, кстати, если это соответствует действительности, и об этом знают польские спецслужбы, как россияне, ну, утверждают, то это, кстати, может развязать Навроцкому руки там, по оврущи, куда там, ну, понимаем, да, то есть это самое все. Провоцирование идет сумасшедшее. До сих пор никто в Европе не сказал, чьи дроны над ними летают. Дрон там появился, дрон сям появился. То... У меня дикий вопрос. Дроны в Венгрии появились на Закарпатье. У меня есть один вопрос. К Зеленскому по дронам на Закарпатье и европейцам, которые якобы фиксируют, ну, где-то дрон. А почему вы их не сбиваете? Ну, у меня вопрос. Вот летит дрон на Закарпатье. Он венгерский, турецкий, румынский, молдаванский, марсианский. Чужой объект нарушил территориальную целостность, границу, все. У меня вопрос, а почему его даже не пытаются сбить? Да был ли он вообще, этот дрон над Украиной? Так не, вы поняли, да? Ну, если его не пытались даже сбить, то у меня закрадывается сомнение, был ли он, ну, как вы говорите. Так же и в европейских этих всех. Паника, нагнетание, все. Ну, а с каких это пор чужие какие-то непонятные дроны могут летать над военными объектами, аэродромами Европы, ну и тому подобное, их никто не сбивает. Это что?
А может, они не летают? А может, это мозги промывают? Ну, понимаем, да? Ну, потому что иначе это логично как-то. Нарушают воздушное пространство, и никто с этим не борется. Может, это навязывают, может, нам пытаются рассказать, подготовить к чему-то или в что-то втянуть. Это как с выборами в Молдове. Если победят пророссийские силы, на Украину нападут с Приднестровья. Это одна сторона рассказывает. А вторая сторона рассказывает, если победит Санду и проевропейские, глобалисты втянут в войну Молдову. Я на это смотрю проще. Ребята, примите холодный душ. Кто бы ни победил, если Украина не захочет, чтобы ее втянули в историю с Молдовой, ее туда не втянет никто. Ну, сейчас я понимаю, и сил особых нету. Там вот у нас же рассказывали всякие, надо идти в Приднестровье, надо там, ну, вы видели, да, это все. Вот надо идти. А я говорю, а чем идти? У нас резервов на фронте, ну, не хватает. Чем они туда идти собрали? Нет, ну там же можно шапками закидать. Ну, так нам объясняют. Можно шапками закидать Приднестровье, и все, потушна перемога. Приднестровье можно закидать, может, и шапками. Я не берусь оценивать военный потенциал Приднестровья. Я там, допустим, знаю от друзей, которые через него ехали, что они в форме ходят времен Советского Союза, а половина из них вольнонаемные, ну, само, собственно, Приднестровье. Ну, в 14-й армии. Ну, вернее, то, что называлось 14-й армией. Просто это, понимаете, можно замутить Приднестровскую авантюру, можно замутить любую авантюру. Мы Курск уже видели, да? Но для этого должна быть хоть какая-то военная цель. Вот Курская авантюра. Я миллион раз у вас в эфире, у себя в эфирах, на других площадках. Я интересовался, я хочу услышать, какая цель была Курской авантюры. Прошло время, мы потеряли территорию, потеряли множество людей, зашли на Сумщину, бои там. Я повторяю, в чем была выгода военная, выгода политическая для Украины начинать эту спецоперацию, да, там в Курской области. А в ответ тишина. В ответ молчание, потому что ее не было. Никакой цели не было. Ни военной, ни политической, никакой. Впечатление, что делается все, чтобы не просто сдать там территории, а еще побольше утилизировать украинцев. Ну, это мое личное мнение, может, я ошибаюсь, может, после этого на меня еще 10 уголовных дел откроют или введут 5 раз санкции, еще заочно и расстрелять могут. Но я должен сказать, это команда, которая пребывает на Банковой, это команда ликвидаторов украинской государственности. Так их назвал покойный Степан Илькович Хмара в своем выступлении на известном заседании, после чего его и Виктора Шишкина Арахами обозвал дедами-мопедами. Помним, да, эту историю, кто это сам? Это ж Путин и Лукашенко дедами недавно стали, а Вы то... понимаете, тут Да. по поводу уничтожения украинцев возникает очень важный вопрос. Ну, вот сегодня тяжелейшие удары по Харькову, по Днепру. Прям в центр города, прям вот это все снимают люди. Видео миллион. То как бы там днем с огнем не сыщешь ничего. Все об этом забыли. Видео миллион. Одни пишут здание архитектурного университета, другие говорят, под офисы оно сдавалось.
И ты вот так вот пытаешься проанализировать. Значит, ПВО нет, даже никто сбить не пытался, а летело несколько дронов. На видео только на одном из тех многочисленных было там четко 3 конкретных дрона, герани вот эти. А, Здание офисное, одни пишут, ну, предполагают те, кто из Днепра в соцсетях, что там офис располагался компанией, которая дроны выпускает. Другие пишут, что колл-центр. Колл-центр. Вопрос. Где ПВО? Вопрос. А что это вдруг ни с того ни с сего прям... А это отработка цели. Ну, конкретно. Потому что там и кассетные, видимо, по всей видимости, заряды, потому что мужчину там посекло одного, ранило сильно. То есть конкретно на уничтожение вот этого объекта. Четко выбрана цель и отработано по ней. Ужас, конечно, что, все в шоке, Днепр, центр города, варварство, ужас, давайте там, Зеленский выкатывает пост, только силой, только все вместе, санкции, ну, все традиционно. Так, а о том, что там было, хотя бы теоретически, ну, никто не говорит. Почему? Ну, удар, например, по Белгороду позавчера, да, был из жилых районов Харькова. Что там было? Да неважно. Колл-центр, офис-центр, еще, мое мнение, что там был колл-центр. Я уточню, конечно, я обязательно после эфира об этом напишу и у себя, и Александру напишу, благо я имею в Днепре очень много влиятельных друзей, то есть я узнаю правду, что там было. Вопрос просто в другом. Иногда цели не выбирают, а выбирают цель, промышленная цель, полетели. Уничтожили в том же Днепре предприятие, которое занималось там, выпускало аккумуляторы. Уничтожили предприятие, которое выпускало памперсы и женские прокладки. Вот. Ну и еще ряд предприятий, которые, ну вообще как бы. Но это промышленные предприятия, которые платили налоги, выпускали какую-то продукцию и все. В данном случае идет разговор об офисе. Да будь там офис хоть дроновой компании, хоть за дроновой. Не в этом вопрос. Там что-то другое. Там либо могло что-то находиться, либо там колл-центр, который достал в очередной раз кого-то где-то. Либо, опять же, я еще не удивлюсь другое. У нас же часто с этими ударами происходят вещи, когда мы еще будем долго разбираться, кто кого куда наводил. Три года войны прошло с прилета в спальню известному украинскому промышленнику, лоббисту речкового флота Водотурскому ракеты. Ни до, ни после в этом поселке прилетов не было. Вот и Карма. думаю, Карма. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, очень интересно, что вы думаете по этому поводу. И, ну, я так понимаю, что наш сегодняшний опрос выглядит таким вот образом. Закончите предложение. Зеленский обязательно. 3% победит, 14% падет, 16% сядет и 67% сбежит. Чат или люди, проголосовавшие, а их под 10 тысяч человек, уверены, что Зеленского ожидает бегство. Прокомментируйте, пожалуйста, это, Кирилл Владимирович. И вдогонку скажу, что те, кто пользуется YouTube и смотрят чат-трансляции, воспользуйтесь, пожалуйста, предложением Сандры Ян. Она как бы спонсорство в подарок предлагает. Это очень просто. Вы просто кликаете, то есть ничего не платите, да, а вот становитесь спонсором канала. Почетно, интересно. Сандра, большое спасибо за поддержку. Сбежит Зеленский. А куда?
Я думаю, обосрется. А сбежит, успеет или другие варианты, это уже будет потом следующая серия, следующий сериал. Я думаю, что все-таки обосрется. В отношении сбежит, ну, я думаю, что один из вариантов глобальный юг, там эти Оманы, Катары, Саудовские Аравии, Объединенные Арабские Эмираты, не зря там гмырины сидят и покупают недвижимость. Вполне вероятно, что такой план существует, но когда мне говорят, все сбегали, никого не наказали, я говорю, так и крови никто сколько не пролил, как этот. Поэтому тут другая история. Александр, предлагаю переходить к вопросам, потому что имею ровно 15 минут еще. И имею обязательство перед вашими зрителями, тем, кому не отвечу, запишу завтра прямо с самого утра ответ у себя на канале. Да, друзья, значит, поехали по поводу вопросов. Ваши вопросы, как говорится, это для нас дело святое. Поехали. Значит, Иван спрашивает, сохранилась ли еще та знаменитая катапульта с Майдана? Если нет, то как Зеленский собирается запускать томагавки? Б-52, эсминцев, подводных лодок Украины нет. Тифон, наземная пусковая установка, даже в США существует в единичных экземплярах. Вряд ли чем-нибудь поделятся. Одна надежда на катапульту. Не, на Фламиндичей надежда. Я не знаю, где катапульта с Майдана, я скажу так, я не слышал, я ее не видел, ну, потому что я не был физически на Майдане. Вот, скажу так, в данном случае какие томагавки? Это анекдот. Это идите на Москву с европейцами. Здравствуйте, Игорь. Как вы думаете, передаст ли ракеты эти Александр Макаров? Или и не испортит ли это договоренности Трампа и Путина на Аляске? Спасибо. А не передаст никто никакие ракеты. Готовьтесь, скоро будет вторая встреча по ядерному оружию. Бумажных тигров и троллей. Владимир Семенов, хотите ли вы, чтобы Украина продолжала воевать? Нет. Я хочу, чтобы Украина нашла путь к миру. Я говорил и повторяюсь, Украина должна победить в этой войне. Мне все говорят, как? Говорю, а каждый же считает победой свою. Вот я считаю, что победой в этой страшной войне для Украины будет сохранение государственности и жизни наших людей. Поэтому прийти сейчас к миру – это и есть победа для Украины. Вопрос от Алексея. Какие перспективы, на ваш взгляд, у партии Залуба, Залужный Буданов? Ну, я не слышал о том, что это единая партия для начала. Я скажу так, отвечу. Есть ли шансы? Есть. Все будет зависеть от ровно двух вещей. Вещь первая. Когда пройдут выборы, потому что чем дальше в лес, тем меньше поддержка военных в политике. Ну, чем дольше длится война. И как и с чем кто пойдет на выборы. Вот, потому что есть вопросы и к одному, и к другому, и их будут задавать. И повторюсь, опять же, чем дольше Зеленский будет, чем дольше это все будет, тем меньше шансов у военных провести свои проекты. Если еще 1,5 года назад, проведя выборы в парламент, мы бы получили парламент в милитаре, то сейчас, например, на Днепропетровской области условная партия мира без пророссийских деятелей, там таких как Медведчук там, или еще кто-то, она набирает самое большое количество голосов. Ответьте, почему в 22 году Зеленский и его свита не подписали мирный договор, спрашивает Лидия Кузнецова. Потому что господин Борис Джонсон приехал с красной папочкой, в которой были, мое мнение, документы по счетам, по
имуществу за границей Зеленскую и Зеленый гнит. Он эту папочку носился, можно поднять архивное видео, посмотреть, боялся кому-то в руки подержать даже дал, помощнику дал и сразу отобрал. Показал эти документы и сказал, вы должны воевать. Они сказали, окей, мы воюем. Все. Значит, Саша задает вопрос. Какая ваша любимая марка горилки или водки? Вы знаете, я последнее время употребляю, если с алкоголя, то белого, то употребляю джин. Недавно друзья приезжали, привезли стрийский или виски. Могу выпить грейгуса с друзьями рюмку, но я не это сам. В общем, это не по вашей части, этот напиток. Да. Да. Значит, вопрос. Игорь, вы поддержите кандидата на пост президента, ну, тут прикалывается Игорь Вакула, России Алексея Арестовича? От кандидата на пост президента России Алексея Арестовича я поддержу руками и ногами. А, Так, значит, А кандидатов на пост президента Украины я навряд ли любого буду поддерживать, кто реально не сделает шаги по ликвидации поста президента. м, все, кто, значит, выступал против всего русского, все их действия привели страну к катастрофе, которую не исправить никаким раскаянием, пишет Оксана Бондаренко. Избавление от нормальности обернулось тем, что будущее поколение украинцев утонут в долгах перед Западом, а страна распродала уже ресурсы, земли и превратила людей в биодрон. Что делать? Ну, я вам скажу так. Ні антирусська, ні антизападна, ніяка, ні риторика, ні действия ничем Украине не помогут. Украине надо проукраинская риторика и проукраинские действия. Только я говорил и повторюсь, что после того, как удастся остановить войну, вернуться в политический процесс мирный, нас ожидает тяжелейшая мирная правовая, юридически политическая борьба за возвращение суверенитета. Это невозможно добиться за один день, за 2 дня. Возможно, на это уйдут десятилетия. Евгений Козлов. Трамп дал Зеленскому месяц на знаменитый контрнаступ, а потом что? Трамп хоть месяц, хоть 2, хоть 3. Трамп будет ждать, пока к нему не придут и не попросят провести переговоры с Путиным по Украине. Тогда он их проведет, но тогда у Путина будут другие условия. Намного хуже, чем были еще месяц назад. Владислав Ерохин. Вопрос. Заезжал ли Гроссис на обратном пути из Москвы к Мосейчуку с визитом вежливости? Что думаете по поводу этого визита? Гросик Мосейчуку, а зачем ему ко мне заезжать куда-то, если я часто бываю в МАГАТЭ? Да, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. Пока есть возможность, пока эфир еще на месте, воспользуйтесь спонсорством в подарок. Спасибо большое пользователю Сандре Ян, что его предлагает для всех пользователей, которые в чате. Нас 15 тысяч онлайн. Всех прошу поставить лайки и подписаться на Мосейчука, на Шелеста, потому что без подписки с нынешними фортелями, которые творит YouTube, грех. Грех. В конце такой вопрос по поводу Ютуба у меня к вам. Слушайте, ну это же прецедент. То, что сейчас И это происходит с Трампом. повторится, поверьте. Я, помните, у вас на эфире говорил о иске к YouTube. Я двигаюсь в этом направлении. Этот прецедент дает надежду, что это произойдет. Если не сегодня, то это произойдет завтра. И поэтому, если мы не будем молчать и будем говорить, что
Чем отличается блокировка страницы Трампа от блокировки страницы Шелеста или Мосейчука? Канал. Ничем. Ну тогда извините, пожалуйста. Если там сошел Байден с ума, то тут сошел Зеленский с ума. Не вижу никакой разницы и собираюсь позываться. Более того, и по санкциям в стране имею несколько новых свежих аргументов. Друзья юристы сегодня подсказали. Вообще свежих, которые вообще светят несколькими уголовными делами. Ну, во-первых, если посчитать внимательно законодательство о защите журналистской деятельности, то по факту введения санкций на Мосейчука и Шелеста, как тут, ну вот на нас так точно с Александром, можно сразу открывать уголовное дело. Статью прописал мой коллега и товарищ Валера Карпунцов еще в 2014 году. Это самое, она есть. И она ж не персонально там к Януковичу, Порошенку, еще Зеленску. Она тому, кто совершает действия. Действия совершены. Второе, есть коррупционная складовая, это отдельная история, пока не будем открывать все карты, но, как говорится, еще пободаемся. Сдаваться никто не будет, и победа будет, как Трамп победил, так и мы победим всех, кто против свободы совести и свободы слова. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Благодарю вас, Александр, и вас, дорогие зрители. Завтра ожидайте, ответы на вопросы будут на моем канале. Спасибо. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся совсем скоро. Прямые эфиры продолжаются на канале Александр Шелест. Пошумим немного. Вот сразу, как немножко перевалит стрелочка за 9 вечера. Добра и света. Увидимся. До свидания.